Кораблекрушения по всему миру. Территория нашей Земли на 2/3 покрыта водой, но и по сей день мы почти ничего не знаем об этом мире, который полон загадок и тайн. Более 80% океана не наблюдается и не исследуется, а исследован мировой океан только на 2–5%. Как утверждают ученые, сюрпризы здесь могут быть какие угодно. Бесчисленные затонувшие корабли расположены на дне океана и выброшены на сушу по всему миру. Кораблекрушение – это поистине большая потеря материальных ценностей и человеческих жизней. По приблизительным подсчетам Организации Объединенных Наций, на дне океана лежит не менее 3 миллионов кораблей. Несколько морских происшествий в прошлом, описанные в популярных фильмах, стихах и драмах, представляют собой душераздирающие рассказы о потерянных кораблях, их скорбной команде и безнадежных пассажирах, утонувших в глубинах океанов и морей. Кораблекрушение – важные открытия, рассказывающие истории прошлого и помогающие нам соединить точки истории. Для будущих поколений кораблекрушения открывают окно в долгую историю конфликтов, выживания и истории судеб. Они являются свидетельством торговых и культурных обменов наших предшественников. Не каждое кораблекрушение похоже на «Титаник», но все они вызывают у нас восхищение несчастливым концом. Ирландия считает своим долгом поделиться своим подводным культурным наследием с общественностью. Его интерактивная карта отображает тысячи затонувших кораблей в ирландских водах, многие из которых имеют захватывающие истории. На протяжении бесчисленных веков многие корабли становились жертвами столкновений, штормами, войнами и вызванных человеческой небрежностью. Тем не менее, эти кораблекрушения волнуют как любителей истории, так и непрофессионалов. Они часто рассматриваются как сундуки с сокровищами и окутаны тайной. Япония потеряла более половины своих кораблей во время Второй мировой войны. Всего было построено 645 судов. Морский флот Японии потерял 334 боевых корабля и 300 386 моряков. Общее количество кораблекрушений во время Второй мировой войны составляет 7807 судов по всему миру, согласно данным результате кораблекрушений времен Второй мировой войны. Многие увлеченные путешественники, отважные воины и торговцы нашли свой последний приют на дне могучих морей и океанов. Эти затонувшие корабли являются важными объектами исторического факта и дайвингового интереса. Предоставляем к рассмотрению 7 крупных кораблекрушений. Первое. Флот Хубилай-хана. Потерянный флот Хубилай-хана – одно из самых известных кораблекрушений древности. Два монгольских флота вторжения, пытавшиеся атаковать Японию, потерпели крушение во время штормов в 1274 и 1281 году, в результате чего погибли до 100 тысяч солдат. Некоторые артефакты, принадлежащие этим судам, были найдены столетия спустя на морском дне залива Имари. В октябре 2001 года археологи обнаружили целое кораблекрушение, которое, как утверждается, произошло из провинции Фуцзянь на юге Китая. Недавно, в 2015 году, археологи обнаружили монгольский корабль в бухте недалеко от города Мацура, недалеко от острова Кюсю. Вторая. Испанская армада. Испанская армада – флот из 130 кораблей, выполнявших миссию по вторжению в Англию в 1588 году, была разбита штормом. И большое количество кораблей армады потерпело крушение у берегов Шотландии и Ирландии, в результате чего погибло около 15 тысяч солдат. Среди утонувших было большинство солдат и членов экипажа 32-пушечного военного корабля «Ла Джулиана», построенного недалеко от Барселоны в 1570 году.
В 1985 году местные дайверы обнаружили обломки 3 кораблей флота, в том числе «Ла Лейвия», «Ла Санта-Мария де Вижен» и «Ла Джулиена». В 2015 году несколько пушек из «Ла Джулианы» были найдены в песках у Стридага в Кослайго. Третье. Английская армада. Английская армада, также известная как контрармада или экспедиция Дрейк-Норрис, представляла собой флот военных кораблей, посланный к Пиренейскому побережью английской королевой Елизаветой I в 1589 году во время англо-испанской войны. Им командовали сэр Фрэнсис Дрейк в качестве адмирала и сэр Джон Норрис в качестве генерала. Кампания привела к поражению английского флота и в конечном итоге к отступлению с большими потерями от 11 тысяч до 15 тысяч солдат, и большое количество кораблей затонуло. Четвертое. Битва при Лепанто 1571 года. Или Третья битва при Лепанто, морское сражение, произошедшее 7 октября 1571 года в Патрасском заливе у мыса Скрафа между флотами Священной Лиги и Османской империи. В этой войне было полное поражение турецкого флота. Наиболее часто называются следующие цифры. Турки потеряли 224 корабля, в том числе 117 было захвачено союзниками. На турецких кораблях было захвачено и освобождено 12 тысяч невольников. Не менее 10 тысяч гребцов-невольников погибли вместе с утонувшими кораблями. Погибли до 15 тысяч турецких солдат и матросов. В плен попало, по разным оценкам, от 300 до 5000 турок. Было также захвачено 30 турецких пушек. Потери союзников были гораздо меньше. Дюпюи считает, что союзники потеряли 13 галер, 7566 человек были убиты и 8000 ранены. Пятое. Сражение в заливе Лейте. Сражение в заливе Лейте, второе сражение в Филиппинском море, самое масштабное морское сражение в истории Второй мировой войны. Происходило в морях, окружающих филиппинский остров Лейте, с 23 по 26 октября 1944 года между американским флотом и японским императорским флотом. Японцы пытались изгнать или уничтожить силы союзников, расположенные возле Лейте, впервые в войне, используя тактику камикадзе. Однако в результате флот союзников одержал тактическую и стратегическую победу, потопив, среди прочего, один из 2 крупнейших линкоров мира Мусаси и повредив второй, Ямато. После этого сокрушительного поражения объединенный флот Японии вплоть до конца войны более не предпринимал крупных операций. Японцы потеряли 28 боевых кораблей во время битвы в заливе Лейте. Соединенные Штаты потеряли не менее 12 военных кораблей. В конце концов, цели битвы в заливе Лейте были достигнуты, но потери США были тяжелыми. 16 043 солдата и 7270 моряков были убиты. Японцы также понесли огромные потери – 419 912 убитых и раненых. Шестая. Ютландская битва. Ютландская битва – военно-морское сражение между Великим флотом Королевского флота Великобритании под командованием адмирала сэра Джона Джеллика и флотом Открытого моря Императорского флота Германии под командованием вице-адмирала Рейнхарда Шейера во время Первой мировой войны. Сражение развернулось в ходе обширных маневров и 3 основных сражений: действие линейных крейсеров, действие флота и ночное действие. Потери в людях при Ютландском сражении. Британцы потеряли 14 кораблей и 6945 человек погибло. Немцы потеряли 11 кораблей и 3058 человек. Обе стороны завысили оценку потерь противника, скрыв свои.
И если первое являлось добросовестным заблуждением, то второе было нормальной практикой во время войны. На этих основаниях обе стороны заявили о своей победе. На деле же Ютланд не оказался решительным сражением, ничего не изменив в соотношении сил сторон и слабо повлияв на дальнейший ход войны. Вместе с тем следует признать, что имевший неоспоримое преимущество, Грандфлит упустил противника, не принудив его к бою, и понес при этом более тяжелые потери. Германский флот хоть и не добился триумфа, однако ему можно присудить победу по очкам как более слабому противнику. 7. Саламинское сражение. Саламинское сражение – морское сражение между греческим и персидским флотами в ходе греко-персидских войн, произошедшее 28 сентября 480 года до нашей эры близ острова Саламин в Сароническом заливе Эгейского моря неподалеку от Афин. Битве предшествовал ряд событий, которые могли существенно повлиять на дальнейший ход войны. Войско персов заняло и разрушило Афины. Жители города были предварительно эвакуированы на ближайший остров Саламин. В узких проливах между островом и материком оказался сосредоточен весь союзный греческий флот, согласно Эсхилу, 311 кораблей, Геродоту – около 380. Среди эллинов возникли серьезные разногласия. Большинство военачальников предлагало покинуть Саламин и направить все силы на защиту Коринфского перешейка. Афинский стратег Фемистокл указывал на то, что только в условиях узких проливов греки могут победить превосходящий как по количеству судов, так и по качеству подготовки моряков флот персов. Видя невозможность повлиять на решение других военачальников, он решился на хитрость. Отослав к персидскому царю Ксерксу своего доверенного гонца, он повелел передать ему, что греки собираются бежать, и если царь хочет уничтожить греческий флот, то ему следует немедленно начать сражение. Для греков единственной возможностью решительной морской победы было сражение в узком пространстве, где численный перевес врага нивелировался. Входя в проливы между материком и Саламином, персы сами себя лишали преимуществ. Для них начало битвы при Саламине стало решающей стратегической ошибкой, которая определила исход боя и дальнейший ход войны. Ктесий пишет о флоте в более чем 1000 кораблей, а участвовавший в сражении Эсхил о 1207, из которых 207 были особой быстроходности. Современные исследователи оценивают флот Ксеркса, который принимал участие в морском сражении, от 500 до 800 кораблей. Вне зависимости от действительного числа, персы обладали численным преимуществом. Так что кораблекрушение – это поистине большая потеря материальных ценностей и человеческих жизней, и по приблизительным подсчетам Организации Объединенных Наций можно согласиться, что на дне океана лежит не менее 3 миллионов кораблей.